Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду готовить вяленые груши, но по очень необычному рецепту, а именно в глинтвейне. Процесс приготовления не быстрый, но сложного в нем ничего нет. И кстати, если вы пропустили предыдущий выпуск, в котором был тоже очень интересный рецепт маринованных слив, то ссылку я оставлю в описании внизу. Итак, мне понадобится 2 килограмма плотных груш, 1 бутылка красного сухого вина, 250 мл ягодного ликера, 150 грамм сахара, 50 грамм меда, 2 лимона, 50 грамм изюма, 3-4 палочки корицы, 10 штук кардамона, 7-8 штучек гвоздики и 3-4 звездочки аниса и 30 грамм свежего корня имбиря. И начну я с приготовления глинтвейна. Вливаю в кастрюлю вино и ликер. Далее всыпаю сахар. Теперь все специи и мед. Натру на терке корень имбиря. С лимона снимаю цедру. Все это отправляю в кастрюлю. Выдавливаю сок лимона. Его тоже вливаю к глинтвейну. Перемешаю. Вино со специями нужно хорошо прогреть, но не кипятить. Готово. Накрою крышкой и отставлю в сторонку, чтобы глинтвейн настоялся, и займусь грушами. Груши я помыла, теперь их нужно очистить. Груши берите плотные, чтобы они сохранили форму. Теперь разрезаю их пополам и удаляю серединку с семечками. Удобно это делать при помощи вот такого приспособления, но в принципе можно и обычным ножом. Хвостик я не удаляю, мне нравится, когда он остается на вяленой груше. Груши я подготовила. Глинтвейн за это время настоялся. Отправляю к нему груши. Накрываю крышкой и отставляю в сторонку, чтобы они пропитались всеми специями. Часа через 4, когда глинтвейн остынет, снова его немного подогреваю вместе с грушами. Только следите, чтобы он не закипел. Достаточно просто хорошо нагреть, чтобы груши лучше впитывали в себя все ароматы. Аккуратно их перемешайте. Когда они остынут, можете еще раз повторить все то же самое. Груши в глинтвейне можно держать 12 часов, а можно и сутки. Я делала по-разному. Чем дольше груши будут лежать в глинтвейне, тем более насыщенный вкус у них будет. В этот раз я держала груши в глинтвейне сутки. Вот такого красивого цвета они получились, а аромат не передать словами. Выложу их на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. А затем переложу на противень, застеленный пергаментом. В глинтвейн, который остался, можно положить вторую партию груш и проделать все то же самое, только на этот раз их нужно продержать в глинтвейне не менее суток. Сушить я их буду в духовке при температуре 70 градусов в режиме конвекции с приоткрытой дверцей. Время сушки зависит от размера груш и от их сочности. Мои груши сушились ночь. Вот такого насыщенного винного цвета они стали. Они очень вкусные, действительно пахнут глинтвейном. Их можно есть просто так,
можно добавлять в какую-нибудь выпечку, а можно добавлять к мясу. Одним словом, фантазируйте. И продолжайте следить за нашими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте поставить лайк этому видео.